Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы работали неоднократно, и с новым узорчиком. Сразу хочу вам напомнить, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть, потому что узорчики универсальные. Пробуйте из любой пряжи. Единственное, правильно подберите крючок. Я показываю пряжу, рассказываю, с которой работаю сегодня я. Называется пряжа Yarnart Super Perle. Новички, кто еще не вязал, смотрите, что это за пряжа. Это у нас получается вот стопроцентный акрил. Так? В 100 граммах находится 400 метров. Кому понравился цвет, да, он такой темно-зеленый, 248. И нам советуют производители. Берите крючок, вот видите, написано 3 миллиметра. Я данную пряжу вязала крючком 3 миллиметра, поэтому я беру под свою, так скажем, плотность вязания, под свой узорчик 3 миллиметра. А вы точно так же читаете аннотацию к своей пряже, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, давайте начнем с зелененькой ниточки. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек, и я наберу 30 воздушных петелек. Ну, вы набираете сколько вам удобно. Все как всегда, в начале петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем, а теперь я набираю 30 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот мой будущий образец. Далее, как и многих узорчиках, особенно новичкам, советую сделать дополнительный вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка аккуратненько пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку точно так же ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. И так вы провязываете все петельки вашей цепочки столбиками с накидом. Сами себя контролируйте. Количество столбиков должно получиться ровно столько, сколько у вас количество петелек в цепочке. То есть у меня 30 воздушных петелек, значит должно получиться 30 столбиков с накидом. Не забывайте, что вот этот первые, получается, 3 петельки подъема, это тоже имитация столбика. Считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, 6 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся и будем вязать уже непосредственно сам узорчик. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Перед этим я хочу поменять ниточку. То есть последние 2 петельки своего столбика, да, с накидом я буду провязывать новым цветом. Если вы хотите менять ниточку, повторяйте. Оп, вот так вот провязали и все. Далее воздушная петелька. Подтягиваем зелененькую ниточку. Поворот. И сюда же верхушку этого столбика я провязываю столбик без накида. Есть. Далее в следующую верхушку следующего столбика столбик без накида. Есть. Далее одна воздушная петелька и пропускаем один столбик. Следующий столбик, столбик без накида. Раз. Столбик без накида 2, столбик без накида 3, столбик без накида 4. Как только 4 столбика провязали, опять одна воздушная петелька. Оп. И столбик 1 пропустили. И опять раз, столбик без накида, 2, столбик без накида, 3, столбик без накида и 4, столбик без накида. Есть. Как только 4 столбика провязали, опять делаем арочку из одной воздушной петельки. Воздушная петелька, а здесь столбик 1 пропускаем. И опять 4 столбика без накида. И повторяете вот так вот до конца ряда. То есть у вас 4 столбика, арочка, 4 столбика, арочка, 4 столбика, арочка, 4 столбика, арочка до конца ряда. Угу. Несложно? В конце ряда встречаемся. Давайте. Так, смотрите, вот мы практически до конца ряда провязали. Заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. То есть у нас вот арочка одной воздушной петельки и остались 2 столбика. Первый столбик, столбик без накида. И второй столбик, вернее 3 петельки подъема, да, в третью петельку нырнули и провязали столбик без накида. Теперь смотрите, вот так вот делаю воздушную петельку,
подтягиваю ниточку и оставляю ее. Потому что я хочу переключиться опять на зеленую. Чтобы не отрезать, да, ниточку, видите, я вот так вот переключаюсь сюда. Беру, как мне удобненько. И ныряю, получается, в верхушку первого столбика без накида беленького ряда. Так. Вытягиваю ниточку, подтягиваю. Сильно не тяну, чтобы не зажулькать край. Так. Теперь смотрите, 3 петельки подъема по узорчику. Раз, два, три. Далее, смотрите, у нас стоит, видите, беленький столбик. Мы ныряем в верхушку беленького столбика и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее у нас воздушная петелька, и мы делаем воздушную петельку. Далее у нас тут 4 столбика без накида, и мы провязываем за верхушки этих столбиков 4 столбика с накидом. Ничего сложного. Раз, два, три и 4. Далее одна воздушная петелька, то есть повторяем, да, и здесь одна воздушная петелька. Дальше опять идут 4 столбика без накида, и мы их тоже провязываем как 4 столбика, но только с накидом. Раз, два, три и 4. Поняли, да? То есть вы повторяете как бы наш первый ряд беленький. Единственное, что столбики у вас здесь будут все с накидом. А так все то же самое. Арочка, 4 столбика, арочка, 4 столбика, арочка, 4 столбика до конца ряда. Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца. Как мы заканчиваем ряд? Столбик с накидом раз, да, смотрим по беленьким столбикам. И у вас еще один столбик остается. Накид, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. И теперь мы должны будем переключиться на белую ниточку. То есть делайте как вам удобнее, да. Я вот так вот, смотрите, возьму, получается, петельку от беленькой ниточки и провяжу их все вместе. Оп. Все, я переключилась на беленькую ниточку, зелененькую чуть-чуть подтягиваю. Теперь смотрите, что я буду делать белой ниточкой. Воздушная петелька, поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, я провязываю столбик без накида. А далее смотрите, накид. Моя задача получается вернуться к белому ряду, именно вот эту арочку, вот так вот поудобнее взять, как мне удобно. И провязываю в эту арочку 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же, 3, сюда же, 4 и сюда же 5. Как только я 5 провязала столбиков, да, с накидом, вот такой вот веерочек получается, переключаюсь на зелененькую, получается, ряд. Раз, два, три, 4 у меня столбика было. Между вторым и третьим столбиком вот так вот нырнула и провязала столбик без накида. Все, не сложно? Не сложно. Дальше опять я переключаюсь вот на эту маленькую арочку, накид, берусь как мне поудобнее, захватываю арочку и провязываю точно так же. 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же, 2, сюда же, 3, сюда же, 4 и сюда же 5. Как только я провязала 5 столбиков с накидом, я должна буду присоединиться столбиком без накида, да? Раз, два, три, 4 наших столбика. Между вторым и третьим нырнула, провязала столбик без накида. Понятно? Все, не сложно? Не сложно. Я думаю, что справитесь до конца ряда самостоятельно. Провязывайте веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик. Угу. Все, в конце ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала наши веерочки практически до конца, как мы заканчиваем ряд. После последнего веерочка у нас здесь остается 2 столбика, да? И мы вот именно в последний столбик, а именно, ну, вернее, в 3 петельки подъема, да, вот эти вот, сейчас я 2 петельки возьму, оп, провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее, этой же ниточкой воздушная петелька, поворот, сюда же в этот же столбик ныряем и провязываем столбик без накида. Далее, смотрите, будьте внимательны. Вот наши 5 столбиков, так, идут. И мы провязываем первые 2 столбика. Смотрите как. Захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем как столбик без накида. Оп, у нас получился рельефный лицевой столбик без накида. Второй столбик точно так же берем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Далее воздушная петелька. И третий столбик, вот этот вот мы пропускаем, понятно? Опять, смотрите, берем, получается, 4 и 5 столбик у нас остались. 4 столбик провязываем рельефным лицевым столбиком без накида.
И 5-й столбик провязываем рельефным лицевым столбиком без накида. За счет того, что мы провязываем рельефными лицевыми, да, на другой стороне у нас появляется рельефный изнаночный. Когда узорчик вырастет, вы увидите, что здесь будет такая вот интересная полосочка. Она будет отделять как бы, ну, так горизонтально подчеркивать наш веерочек. Идем дальше. Столбик без накида пропускаем, ничего с ним не делаем. Опять идет веерочек 5 столбиков. Точно так же. Первые 2 столбика провязываем рельефным лицевым столбиком без накида. Раз, два. Дальше воздушная петелька и 3-й столбик мы, естественно, пропускаем. Остаются еще 2 столбика. Точно так же рельефный лицевой раз, столбик без накида, рельефный лицевой 2, столбик без накида. И сразу же перепрыгиваем к следующему веерочку. То есть этот столбик мы не трогаем. Опять рельефный лицевой столбик без накида раз, рельефный лицевой столбик без накида 2, воздушная петелька и оставшиеся 2 столбика. Ну поняли, да? Принцип какой. Вот так вот рельефными столбиками, вот так начинается формироваться объемчик, провязываем до конца ряда. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы практически провязали до конца. Объемчик наш начинает потихонечку расти. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот мы провязали наши последние 2 столбика нашего веерочка и ныряем в столбик без накида, так скажем, кромочный, и должны провязать столбик без накида. Но последние 2 петельки мы провязываем новой ниточкой. Оп. Вы можете вообще брать другую ниточку, можете вернуться так же, как я, к зеленой. 3 петельки подъема есть. Далее, смотрите, поворот. И все наши столбики, которые мы только что провязывали, мы будем провязывать их точно так же столбиками с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Дальше идет арочка из одной воздушной петельки. Да? Помните, вот арочка. И мы тоже делаем одну воздушную петельку. Дальше 2 столбика от одного веерочка и 2 столбика от другого веерочка. Точно так же провязываем столбиками с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом. Сейчас аккуратненько возьму поудобнее. 3 столбик с накидом. Секундочку. И 4 столбик с накидом. Воздушная петелька, потому что здесь воздушная петелька, и мы воздушную петельку делаем. И опять провязываем 2 столбика от одного веерочка, раз, 2, 2 столбика от следующего веерочка, раз, 2. И все, и то же самое. И опять воздушная петелька и так далее. То есть мы с вами повторяем точь-в-точь вот наш зеленый ряд, который мы провязывали. Помните, да, по узорчику? Все, давайте до конца ряда. И в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца наш зелененький ряд. Видите, беленький какой объемчик сформировался. И заканчиваем столбиком с накидом в последний столбик без накида предыдущего ряда. Смотрите, какая особенность. Провязали, а теперь воздушную петельку сделали, потянули и оставили ниточку, чтобы она у нас не распуталась, да? Переключаемся на белую. Итак, в 3-ю петельку подъема зелененькой ниточки нырнули, вытянули беленькую ниточку, сильно не тянем, чтобы край не зажулькать. По узорчику воздушная петелька и сюда же вернулись столбик без накида. Теперь накид, возвращаемся вот к беленькому, получается, ряду, к арочке, и в эту арочку провязываем 5 столбиков с накидом, делаем веерочек, как мы уже с вами делали. Раз, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4 и сюда же 5. Как только веерочек сделали, переключаемся на зеленый ряд. Да? Раз, два, три, 4. Получается, между 2-м и 3-м столбиком нырнули, столбик без накида. Поняли, да? То есть мы провязываем все точь-в-точь, как вот в этом ряду. Ничего сложного. Опять накид, опять вот эта вот арочка из одной воздушной петельки. Взялись поудобнее и опять провязываем 5 столбиков с накидом. Я думаю, что несложно, вы повторите. 3, 4, 5. Опять между 2-м и 3-м столбиком столбик без накида. Все, несложно, несложно. Повторение, повторение. До конца ряда, и в конце ряда встречаемся. Давайте. Так, смотрите, вот очередные наши веерочки готовы. Так, как мы заканчиваем ряд? Точно так же получается у нас здесь в последний столбик наш зелененький. Так, нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида.
Воздушная петелька этой же ниточкой, поворот, и сюда же в верхушку этого столбика столбик без накида. Вспоминаем, да? Обратно мы возвращались по веерочкам рельефными лицевыми столбиками. Итак, первый столбик веерочка берем сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе, рельефный лицевой столбик без накида. Второй столбик точно так же, рельефный лицевой столбик без накида. Воздушная петелька, получается третий столбик пропускаем, остается еще 2 столбика. Первый столбик взялись, провязали рельефным лицевым столбиком без накида. Второй столбик взялись, провязались рельефным столбиком без накида. И помним, да, столбик вот этот без накида между веерочками предыдущего ряда мы пропускаем, не провязываем. И продолжаем дальше. Первый столбик, веерочка провязываем. Второй столбик, веерочка провязываем и так далее. Поняли, да? Возвращаемся назад рельефными лицевыми столбиками без накида. Мы уже так с вами вязали. Давайте до конца ряда и встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали, получается, наши рельефные столбики. Заканчиваем мы в последний столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбиком без накида. Воздушная петелька, потянули ниточку, потому что нам необходимо сейчас будет переключиться на зеленую ниточку, верно? Вот. Тут самое главное принцип узорчика понять и все. А где какая ниточка начинается, вы не запутаетесь. Итак, переключаемся аккуратненько, сильно не затягиваем. Вот в столбик без накида предыдущего ряда. Оп, переключились. Далее 3 петельки по узорчику подъема. 1, 2, 3. И смотрите, вот наши столбики. Получается 2 столбика рельефных провязываем обычными столбиками с накидом. 1, 2. Помним, да? У нас здесь идет арочка из одной воздушной петельки, и мы делаем воздушную петельку. Дальше у нас будут 2 столбика от первого веерочка, 2 столбика от второго веерочка. И мы их провязываем столбиками с накидом. 1, 2, 3, 4. Воздушная петелька, да, потому что здесь тоже воздушная петелька и так далее. Поняли, да? Давайте до конца ряда самостоятельно. Вот. В конце ряда встречаемся. Угу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот опять провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. И заканчиваем наш ряд. Мы здесь должны будем переключиться на беленькую ниточку. Итак, столбик с накидом. Провязываем 2 петельки. А оставшиеся 2 петельки мы будем присоединять беленькую ниточку. Я сделаю вот таким вот образом. То есть я сделаю петельку, оп, на крючок. И потом все петельки провяжу вместе. Оп, и переключилась. Все. Дальше получается у нас воздушная петелька, поворот. Опять сюда же делаем столбик без накида. И вспоминаем опять, да. То есть мы опять идем в нашу арочку и провязываем веерочки беленькие. То есть получается, мы уже с вами провязали наш вертикальный раппорт уже 2 раза. Так? И уже знаем, как переключать ниточку. То есть вы поняли, никаких сложностей нету. Зелененькая как идет, 4 столбика с воздушной петелькой, 4 столбика с воздушной петелькой, 4 столбика с воздушной петелькой. То есть ничего такого. А беленькая, получается, ниточка делает 2 ряда. Вначале веерочки, обратно возвращается рельефными столбиками. Веерочки, обратно возвращается рельефными столбиками. Узорчик получается очень плотненький, очень, смотрите, он очень плотный. Вот, и на ощупь он такой рельефненький, плотненький. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот по итогу, что у меня получается. Вот такой вот объемчик, видите? Вот такие вот веерочки. Это лицевая сторона у меня. Эта сторона у меня изнаночная, но может быть кому-то изнаночная приглянется, да? Смотрите, все ровненько, все аккуратненько. Вы можете, конечно, менять. Я, получается, вязала веерочки светленькие, да, а задняя стеночка у меня темненькая. Могу поменять. Получается, веерочки темненькие, задняя стенка светленькая. Опять же, вы можете применить остаточки ниточек. Вы видите, вот зеленые ниточки, да, один ряд. То есть один ряд у нас может быть, например, голубеньким, второй там зелененьким, третий там желтеньким, там розовеньким, оранжевеньким. То есть остатки пряжи, да. А веерочки будут основным цветом. Либо наоборот, веерочки вы делаете разноцветные, а задняя стенка основная будет одним одинаковым цветом. Ну, на ваше усмотрение, вы же большие дизайнеры. Ну вот в копилочку ваших узорчиков. Кто просил плотненькие узорчики, да, от веерочка, конечно, остается дырочка, но в принципе он очень плотненький, очень такой пухленький, видите? Вот так вот
тянется. Ну, не сильно тянется, видите? Не сильно. Давайте замерим красоту. Получается, я набирала 30 воздушных петелек. Если моя пряжа, допустим, моя рука, моя плотность вязания, мой крючок, да, то в моем случае сегодня это получается вот 14 сантиметров. И тут получается, я набирала ряд зелененький, раз, потом был беленький, 2, потом зелененький, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 рядочков. Видите, 16 рядочков, а он такой как бы невысокий. 8 сантиметров. Поняли, да? Получается, у нас столбики же без накида, они же малюсенькие. Это всего лишь только 8 сантиметров. То есть он очень плотненький. Вот, вашу копилочку узорчиков. Я надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Колокольчик должен быть самый верхний, темненький. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте свои плейлисты. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.